Перед тем, как приступить к съемкам этого видео, посмотрел, как давно я утеплил крышу опилками. И это произошло 6 лет назад. То есть опилки у меня в крыше лежат уже 6 лет. Думаю, это уже достаточный срок, чтобы я мог подвести какие-то итоги и сделать выводы. Для тех, кто случайно наткнулся на мое видео, то знакомьтесь, это мой дом. Он построен из глины. Живу я уже в нем около 7 лет. Нахожусь я в Беларуси, в Гомельской области, в такой фактически заброшенной деревне. Здесь остался один жилой дом, кроме моего дома и дома товарища. Место это находится среди лесов, больших массивов леса. Такая белорусская тайга. Ну что ж, сразу к теме. Опилки в крыше. Перед тем, как утеплить крышу опилками, я пытался найти какую-то информацию. На то время я пересмотрел весь YouTube, и буквально было 2 видео, где люди делились каким-то своим опытом об утеплении какого-то там амбара опилками спустя 2 года, что у них произошло. Ну, то есть информации было достаточно мало. Я подумал, не нашел в опилках ничего такого, почему бы их не использовать в утеплении крыши. Ну и утеплил крышу своего дома опилками. Сосновые мелкие опилки из-под ленточной пилы. Конечно, в свое время мне насоветовали много всего, что делать. От того, что опилки будут накапливать влагу, в них будут жить мыши, крысы, там будут заводиться жуки, и чего только не было. Опилки вообще сгниют, и все развалится, все рухнет, и ничего из этого не получится. Спустя 6 лет. Прекрасно! Я не вижу никаких минусов в использовании опилок. В том случае, если у вас к опилкам легкий доступ, и они дешевые. Итак, что по мышам? Мыши осенью иногда приходят. 1-2 могут в крышу залезть. Есть куча мест, где они могут залезть. Ну, короче, как-то пытаться защитить крышу от мышей, ну, не знаю, ли это возможно. Наверное, как-то возможно. Сетки везде набить, как-то заткнуть все дырки. Ну, мне кажется, это очень сложно. Я просто каждую осень ставлю мышеловку, ловлю этих мышей, которые приходят на зиму. Ну и все, и дальше живут без мышей. Мыши только приходят 1 раз в году, это осенью. Ну все, ты ее словил, и больше мышей уже зимой не приходят в дом. И все лето, всю весну до следующей осени. Что по поводу гниения опилок, либо как-то набирания ими влаги? Мои опилки этого не делают. У меня полностью идеально сухие опилки. Слой опилок в крыше у меня где-то 20-30 сантиметров. Опилки не набирают влаги. Ну, просто опилки просто так не набирают влаги. Если крыша хорошо проветривается, да, крыша, любая крыша, неважно из какого она утеплителя сделана, она должна хорошо проветриваться. Между гидроизоляцией и утеплителем должна быть воздушная прослойка для проветривания утеплителя. Если бы у меня крыша была утеплена каким-то либо другим утеплителем, абсолютно неважно каким, минватой, там эко-ватой какой-нибудь, с какими-нибудь там стружечными матами, пеноплексом, неважно чем. Пришли были ко мне мыши в крышу? Конечно бы пришли. Мыши все равно в каком утеплителе жить. Она не в утеплитель идет, мышь. Она идет в теплый дом, откуда тепло, чтобы там зимовать. Мыши все равно какой утеплитель. Если плохо в крыше с вентиляцией, то любой другой утеплитель тоже будет гнить и тоже будет себе накапливать влагу. Что насчет жучков всяких? Тоже писали, что у тебя там жуки заведутся. Я никаких жуков там не видел, кроме пауков, которые под обрешеткой наплели немного паутины. Советовали от жуков, от мышей, от образования плесени и гниения опилок смешать эти опилки с известью. Это очень частый совет — смешивать опилки с известью. Но, постойте, да, если ты сразу вот с гашеной известью смешал опилки, действительно это защитит их от плесени, от там мышей, может быть, от каких-то насекомых. Но эта защита будет работать, год, 2 от силы. Пока у извести присутствует щелочная реакция. За год-два, а точнее даже полгода, гарантия извести полгода от производителя, а тем более на открытом воздухе, хорошо проветриваемом пространстве, известь очень быстро насыщается углекислым газом,
и превращается в кальций, в мел, и у нее пропадает щелочная реакция. И мышам, и всем насекомым, и кому, и грибам, всем становится абсолютно пофиг на известь, когда известь набрала в себя углекислый газ. Так работает известь, так она твердеет обратно, так гашеная известь превращается обратно в кальций, в известняк. Поэтому производить дополнительную операцию с смешиванием извести с опилками, на мой взгляд, это абсолютно какая-то глупая идея. Ну, бессмысленная. Ну, в принципе, вот основные аргументы, которые могли тебя остановить от использования опилок в качестве утеплителя в крыше. Но есть один нюанс. Прошло 6 лет, и прошлой зимой, которая вот прошла, я почувствовал, что мне приходится дом чуть больше отапливать, чуть больше тратить дров на отопление. И, скорее всего, это произошло с тем, что опилки у меня немного уселись. И мне нужно было просто добавить туда опилок. Чем я сейчас, собственно, и займусь. Опилки я уже добавил. Сейчас по ходу видео вы все на это посмотрите, а заодно заглянем внутрь крыши, как там себя чувствуют опилки. Но прежде чем приступить к заполнению крыши опилками, мне нужно заменить старую лестницу. Она уже здесь достаточно давно была сделана очень плохо. Я просто не хочу по ней много ходить, а ходить придется много. Таскать наверх на крышу опилки. Потому что засыпать опилки я буду через окно в крыше, в центре. Что здесь не так с этой лестницей? Ну, во-первых, смотрите. Она сделана... Ступеньки не в дерево вставлены, а прикручены на такие досточки. Это очень ненадежно. Знаете, они шатаются даже. Уже так немножечко покрылись мхом. И скоро могут проломиться. Сейчас проверим, кстати-то, сколько они готовы еще выдержать. Ну, шатаются, а держатся. О, ну, это самая нижняя ступенька, которая должна быть самая всего подгнившая. Тем не менее, достаточно прочно, даже сам не ожидал. Но все равно я хочу заменить эту лестницу. Конечно, перемешать лопатой тачку бетона непростая такая работенка. Остатки былых времен. Высох? Все дрова. Это ты все открывать будешь. Прошло уже 3 дня после заливки, я снял опалубку, бетонная площадочка уже схватилась, более-менее, чтобы воспринимать ту нагрузку, которую я на нее сейчас буду возлагать. По-хорошему ждать месяц, пока цемент наберет большую свою прочность. Но нагрузки здесь небольшие, лестница будет на нее упираться. Пока я еще эту лестницу построю, еще пройдет пару дней, поэтому... У бетона будет достаточно прочности, чтобы это все держать. Тут у меня еще такая идея возникла. Раз я буду делать хорошую такую дубовую лестницу, которая будет служить у меня десятилетиями, то хорошо бы и этот стенд подъема на крышу переделать и сделать его тоже хорошо. А то сейчас здесь какое-то безобразие набито, да еще эта доска у меня прибита криво. И... Получается, лестницу мне придется сделать криво, а так лучше все сделать ровно. Лестницу сделать ровно.
если потом я захочу заменить эти столбы, потому что столбы эти вкопаны в землю без предварительно залитого бетонного столбика, и они, конечно же, когда-нибудь сгниют. Но, с другой стороны, это дуб будет гнить долго, а может даже и на мою жизнь хватит. Дом стоит на песчаном холме, грунтовые воды очень глубоко, на 10 метрах, влага здесь не задержится, поэтому гнить он будет очень долго. Вроде кажется, прикрутить 2 доски. Что здесь такого? Доски напилить. Доски все равно будут кривые чуть-чуть. Столбы здесь тоже чуть кривые. Везде подчесать, везде подбить, выровнять одну доску по уровню. Выровнять вторую доску по уровню. Выровнять плоскость уровня между первой и второй доской. И все это вечно подпиливание, где-то подчесывание. Очень много времени заняло прикрутить эти 2 доски. Но это, по сути, самые главные доски, доски должны быть самые ровные. На них будет настил, который должен лежать ровно. На одну доску будет опираться еще лестница. Доска тоже должна быть максимально ровной. Наконец-то приступаю к строительству самой лестницы. Вот из дубовых дров нашел более-менее ровные, распилил на 2 части, и это будут боковины для лестницы. Я взял с запасом, отрезал. Может, сейчас накосячу кучу всего. Буду 5 раз везде подрезать, отрезать. И вот как раз мне этой длины запасика хватит на мои неровности и неточности. Так, первым делом выровняю площадочку. Вообще не представляю, как это с первого раза можно сделать ровно. Только если повезет. Ну или надо обладать какими-то космическими знаниями. Поэтому пилю все с запасом и в процессе все буду подгонять, подрезать, выравнивать. Смотрите, как хорошо получается. Даже выглядит, что достаточно ровно. Я скажу так, что это самая точная и кропотливая работа из всех, что я делал по строительству дома. Сделать лестницу, сделать ровные горизонтальные ступеньки, просто собрать с нуля лестницу. С учетом того, что у тебя горбылины не совсем ровные, площадка не совсем ровная, опора конца лестницы тоже желает оставлять лучшего. И из этого всего нужно сделать ровные ступеньки с одинаковой высотой шага. Сделать удобную лестницу – это целая наука. Я ничего в этом не посоветую. Я просто написал чату GPT, дал ему параметры длины, высоты лестницы. Он из этого вывел угол лестницы. Рассказал мне о оптимальных высотах каждой ступеньки согласно международным стандартам. Ну и, в общем-то, помог мне сделать все расчеты. Самостоятельно это высчитать и найти всю информацию
А я сразу начал это делать. Сам попытался погуглить, посмотреть, в Википедию почитать по стандартам. Но это очень долго. Высота каждой ступеньки у меня получается где-то 190 сантиметров. Плюс-минус. Сейчас выровняю верхнюю ступеньку, поставлю и нижнюю, скручу их и потом уже буду вставлять все остальные ступеньки. Решил все же сначала все ступеньки поставить, потому что пока я их все не поставлю, я не пойму, на какую глубину их выдвигать или задвигать. Какой звук, да? Подъема по деревянной лестнице. Да еще дубовой. Вот сейчас уже прикручу нижнюю, верхнюю, стяну их хорошо. А то здесь получается от моей метки лестница чуть отошла. Я сдвигаю верхнюю часть, отодвигается низ. Я сдвигаю нижнюю часть, отодвигается вверх. То ли ступенька где-то упирается, то ли что еще. Или оно так деформирует дерево при ударах. Непонятно. Но верхняя ступенька и нижняя имеется свободный зазор, который вот как раз на это расстояние можно сдвинуть. Сейчас сложный очень процесс. Это попадать сверлом через горбылину в ступеньку. Заметил, что если двумя глазами целишься, то точно попадешь неровно. Но если закроешь один глаз, то ты видишь ровную горизонталь. Бывает такое, смотришь двумя глазами, вроде ровно. И в это же время закрываешь один глаз и понимаешь, что расхождение почти на сантиметр. А расхождение на сантиметр — это мимо. Теперь, чтобы немного утопить глухари, я пером сделаю выемку. Сперва глухари закручиваю не до конца, чтобы ступеньку не перекосило. Когда все глухари закручены, почти до конца, но не до конца, не зажаты, уже начинаю каждый подтягивать. Все, лестница готова. Какой звук. Очень удобная лестница получилась. На столбы сделал такие крышечки из алюминия. Потому что в центре дерево гниет. Вода попадает, накапливается. Всякий мусор сюда попадает. И здесь начинает гнить. Как бы лавочка, но на самом деле это ступенька, ну и лавочка, чтобы на крышу удобно забираться. Лестница к постаменту прикручена вот здесь и с внутренней стороны. Ну теперь завтра уже приступлю к наполнению крыши опилками. Для этого я все здесь менял лестницу, чтобы она не развалилась подо мной, когда я буду бегать туда много раз, носить опилки на крышу. Опилки я купил в начале лета, они уже подсохли, полежали, уселись немного. То, что надо в качестве утеплителя. Недавно был сильный дождь, и до этого были дожди. Летом как-то неделю лил дождь. И опилки в середине слегка сыроватые. Но это ничего страшного, в крыше они высохнут. Главное, что они не свежие. Свежие опилки, если укладывать большим слоем, есть вероятность возгорания. И свежие опилки, они очень-очень сильно усыхают, ужимаются в объеме.
Заглянем внутрь, что там происходит. Готово. Насыпал опилок. Где-то туда 270 литров запихал. Это примерно 3 квадратных метра толщиной в 10 сантиметров. Ну, или 6 квадратных метров толщиной 5 сантиметров. Как бы немного, но на этот небольшой участок, где я смог достать, тем более в самом таком жарком месте, где самая высокая температура, больше я не могу уже запихать. Нужно обязательно оставить воздушную прослойку, чтобы хорошо все эти опилки проветривались во всей крыше. Ну что, подведем итоги. Опилки в крыше. Да, я не вижу ни одного такого серьезного отрицательного критерия, по которому опилки не нужно использовать. Единственное, что через год, 2, 3 придется опилки немного подсыпать дополнительно, потому что те опилки, которые ты вначале усыпишь, они усядутся слегка. Ну и вот единственное, что нужно будет сделать. И не нужно опилки пересыпать землей какой-то. Вот в старых домах, здесь вот в деревне, в которой я нахожусь, лежал слой опилок, очень-очень тонкий причем, и сверху еще сантиметров 10 земли. Я не понимаю, зачем так делали. Зачем землю клали в крышу? Зачем опилки с землей смешивали? Это же, какая-то бессмысленная работа. Ты утяжеляешь крышу, ты повышаешь плотность утеплителя, и ты снижаешь теплосберегающие свойства дома. Может быть, для того, чтобы они не загорелись, но это можно было бы сделать только вокруг дымохода, а так вся крыша полностью еще дополнительно насыпана землей. Обычной землей, вот черной. Кто-нибудь знает, зачем так делали? Кто-нибудь может дать адекватное пояснение, для чего это делали? Ну, все, ребят, если видео для кого-то оказалось полезным, и кто-то хочет отблагодарить меня, то вы можете подписаться на меня на Boosty, либо оформить спонсорство на YouTube. Там выходят, кстати, видосы, в которых я рассказываю про жизнь в такой глухой деревне, чем я здесь занимаюсь и как вообще проходят будни. На этом все. Спасибо за просмотр и всем пока.